привет. Поехали за детьми. Они гостили у дедушки с бабушкой. То и снег будет, то еще что-то пасмурно постоит. Все, приехали. Здесь у нас такие елочки растут. Сороки бегают по дороге. Снег специально вот так вот воронят, чтобы дорогу вот эту не заметало. Просто когда снег идет, тут еще много снегу постоянно. Вот. Трактор постоянно вот так вот делает, чтобы не было снега. Тут перемело. На окошке-то стоит. Ой, цветочки. Вот сюда. Это еще другая какая-то. Пала. Да. Как пальма. Красивая есть какая-то такая. Ну, на трости можно взять. Ну, вот на мне трости летели. Да я не буду такие длинные. Куда я буду? Я ее за 50 рублей покупал. Они тебе будут продавать такие. Спрошу у них. Она слабая вообще-то. Я покупала. Он ее купил. Тут уже надо рассаживать их, вот эти. Эти вот. Так на. О, это такая же, как Вот она. была. Она, помнишь, такая была? Вот Какая? такая, вот такая была. Не помню. Была, она стояла на окошке. Да? А я вот это отклонила, просто она отклонилась, это я ее поставила. Воткнула ее на пришлось. Вот это. Я тоже поставила. Вот это как у нас вот на окошке стоит. Видишь, какая Вот большая. это вот надо еще будет сажал. А, все красиво. Тоже фиалки растут. Это же это женское счастье вот это. С Кировской привозила знакомого. Как дела? Привет. Привет, хорошо. Хорошо. Нагостились? Да. Смотри-ка, там есть сидит. А, кушает. Вот это вот красиво. Пошла поснимать козочек. О, козочка, козочка, Монечка, Монечка, Монечка. А эти вот большие уже стаи, вот такие козочки огромные. Или тоже вот такая большая. Что там? Собака побежала за мной. Сейчас мы дадим сено. Она просит сено. Сейчас мы одной рукой накидаем. Не будут жевать. Да, тепло им здесь, не холодно. Ну, поглядывает. Это все девочки, ни одного нету мальчика. Деточек тоже две девочки. Ну, что ты нюхаешь, да? Ну, кушайте. Кушайте, ладно, не буду вам мешать. Я себе нового друга нашел. Вот такого мужика. Я говорю, заберешь к себе его и будешь с ним вместе за компьютером сидеть. Еще так это развалился так и лежит блатной. Это крыса. Ну давай поснимайте. Красивенькая. Ты тоже красивая. Томик, это... Прощай. Даже лапой сам он. Это, лапой такой, говорит, пока-пока. Поехали домой. Домой.
домой. Заехать еще надо в магазин, купить хлеб и тует на помоги. И домой поедем. Давай рассказывай, что творилось здесь? А? Давай, что происходило? Давай, скажи гав-гав нам. Так, пакетик. Чтобы не вернулся. Вот такой у нас был. Он такой большой у нас чем был. Такой пышный сидел. Он как этот. На дерево на какое-то походит. А пусть стоит. Зал сейчас убил. Это папа нам отрезал. Много. Специально, Это короче, много что-то отрезал. но веревкой, чтобы печь. Вот сюда вот, возле печки. А что будет толстый? Ничего, она не толстая. А что, ты целиком хочешь ее туда? Пришлось снять эту крышку. Вот так вот. Сюда вот эту веревочку. Ну, можно было вчера вчера замазать замазать ее. Да, не догадались, можно было вообще открутить, да просто замазать и все. Сегодня у нас солнечная погодка стоит. Голубое небо. Сейчас мама выйдет и поедем в магазин. Открыл. Открыл ворота уже? Молодец. Две. Вот. Молодец. Куда? Вот же, пробежал. Да. Да. Вот, молодец. Спрашивали про самовар. Вот здесь такой самоварчик есть. Кстати, какой он? Электрический, нет? Или такой? Но, к сожалению, этот самовар не наш. О, а Манька пришла. Его заберут потом. Ну, я так поняла, он это сюда вот ставить. Я не знаю, нет он не электрический, видишь, проводов-то нет от него никаких. Видно, дровами вообще топится. Он латунный самовар. Такой вот. Так бы можно было чай делать. Вижу, у него рабочий какой-то кого-то. А, чуканчик. Угу. А, наверное, просто окислился. Нет, не латунный. Непонятно что-то. Вот такой есть самовар, но он, к сожалению, не наш. Нифига себе. Горелка. Ладно, поехали. Сейчас заедем сначала в светофор. Нужно купить бабушке памперсов про запас. Одна упаковка осталась, надо еще одну купить. Ну и так, что посмотрим, да? Масло надо взять. Че? Масло? Что-то не то попалось, ага. Вот пачку хочу купить. 100 штук. А они какие вообще? Вот такие вот? Угу. Ну давай возьмем. Такие вот. Что, нормально, нет? Такие вот нормально. Даже в Богородике вот. Ну да.
посадки вот спадут можно. А то все пишут, почему без перчаток. Бери, бери. Теперь микропаста, смотри, сколько много его. Ага. Как? Микропаста, смотри, есть. Щетки эти в бане. Соки живые. И ходка. Угу. А что у нас? Взять Эти можно? хорошие. Бери. Соки. Разные это. Ага. Что делать? Вон розовенькую возьму. Вот такую что-то. Не нравится такая? Или вот просто вот такая вот. Поменять в бане уже надо. Я там беру. Вот памперсы. Нет, это не эти. Вон они. Мы почем покупали их? Я последний раз по 1000 была. 751 рубль. Так. 160. Ну, Размер-то такой же, да? Как раз большой. Ультра написано сюда. Не замерзайки нету. Здесь сколько? Я много около видела. А, они запечатанные. А, вот, ну, всё, 418 рублей. Нифига себе. ну, они импортные. Ведро Спишь как? на кухне. Пакеты надо. Ты не Это видел пакеты? Ведро, стул. Ведро, стул. Пакеты не видела? Вот видишь, 251 рубль. Да. А мы почем покупали? 300 что-то с лишним. Такие, какие нам надо. Тоненькие. У нас такие есть. Все вроде бы тогда. Все, купили в светофоре, теперь продукты и что у нас там? В аптеку еще надо заехать. Вот это надо заходить в хозяйственное сейчас. Угу. Приехали домой, купили вот такую пельменницу. Ну, Маленькие какие-то Маленькие, пельмешки да. получатся, да? угу. Сейчас Маша заведет тесто. Так, нам понадобится килограмм муки. По таким стаканчикам отмериваем. У меня просто по 2 килограмма, как идут. Такой вот по 500 грамм. Потом понадобится нам 2 яйца, чайная ложка сои и 5 столовых ложек масла. И 500 миллилитров горячего кипятка. Вот, получается. Миллилитров. Вот, 500 миллилитров нам кипятка. И будем заводить тесто. Хотели все рассказать, что мы планируем делать с Южным домом. Есть у нас такая мысль Южный дом сдавать, если вдруг мы останемся здесь все-таки. Скажу прямо, что вот я вот, например, хочу обратно на юг. Маша не очень хочет, дети тоже, им здесь больше нравится, потому что здесь бабушка, тетя Оля, ну все родные, им здесь больше нравится. Маше тоже здесь больше нравится, а мне здесь больше не нравится. Ну не то, что не нравится, просто мне вот как-то, я не знаю, купили такой дом, и там, в принципе, меня все устраивает. И погода, и типа теплее. Вообще, почему мы переехали на юг? Вот. Кто-то думает, что мы переехали на юг там для того, чтобы завести там хозяйство какое-то там, заниматься огородными делами. Мы переезжали на юг не для этого вообще. Мы туда переезжали, чтобы показать детям мир, ну, в смысле, юг, вот море, различные достопримечательности, ездить, путешествовать. Вот для этого мы туда переезжали. А не для того, чтобы сидеть там в огороде целыми днями, там, целое лето, и ради там вот этих овощей и фруктов. Правильно я говорю? Это к чему вообще? К тому, что, смотрите, здесь у нас сейчас какая ситуация с бабушкой, что бабушку
бабушка требует ухода постоянного. И, соответственно, что мы здесь вот, мы можем все-таки куда-то уехать, потому что здесь есть родственники. Кому ее можно Ну, оставить на время. Даже вот на этот же юг мы все равно поедем этим летом. И за бабушкой будет смотреть Машина мама. А если мы переедем на юг с бабушкой, вообще как бы идея вот этого переезда с бабушкой на юг, как бы была такая мысль, но Мы никуда не сможем съездить. да, если мы переедем туда с бабушкой, то мы вообще никуда не сможем Мы даже ехать. вот, когда выехать. у нас родители приезжают, мы собираемся, едем в Амутинку. Вот нам надо, мы в Амутинку съездили. Что они за ней присмотрели. Да нет, ну в Амутинку съездить, это мы и так ездим. Потому что Ну, в Тюмени вот мы ездили, все ну да, вот куда-то далеко, если ехать, то да, уже. А Мам. там мы поедем, например, на море, там не на один же день, да? Как мы вот ее одну оставим? Там некому за ней присматривать. Нанимать человека, что ли, какого-то чужого, я не знаю, и оставлять его одного в доме, как-то тоже не вариант, да? Короче, все сложно очень. И поэтому, ну, пока вот вопрос вот этот с бабушкой как-то, не знаю, существует, то, скорее всего, что придется нам здесь жить. Вот так вот. И, значит, у нас мысль такая, сдать вот этот южный дом. Вообще, как бы, знаете, что сдавать вот дома, это не особо хорошая идея вообще. Потому что люди разные бывают. Сдашь одному человеку дом, там, или семье, на кого нарвешься? То могут поломать все там, еще. Ну, у нас там новая кухня, мебель новая вся стоит. И как бы сдавать их тоже накладно может выйти, что потом Люди сломают и... сломают, и, ну да, неприятно будет. Но опять же тоже дом без присмотра как-то оставлять тоже неохота. И чтобы там в зимнее время он отапливался там, ну, чтобы не отсырел, там плесень не заявилась и все такое. И мы подумали вообще, что найти каких-то блогеров, кто, например, мечтает переехать на юг. Почему блогеров? Потому что эти блогеры будут постоянно там делать съемки, а мы будем смотреть их канал, да, смотреть, что там происходит в нашем доме. И как бы тут более спокойно будет. И в принципе-то и вот этим блогерам это будет выгодно. Потому что ну, много из наших подписчиков будут тоже смотреть их. Чё? Вот. Тесто, то... Все уже так быстро. Да. Ага, вот. Правильно я говорю? Но мы пока еще точно не можем сказать, что мы уже точно решили, что кому-то... Потому что ситуация может вообще как бы измениться в любой момент. Но там ближе к лету уже видно будет. Маша вообще как бы против этого, что кому-то сдавать, да? Да? Ну я тоже как бы не особо такое желание у меня. Но просто если так сложится ситуация, то возможно такой вариант, да? Так что если вы блогер, снимаете видео, Хотите переехать? да, вы можете просто нам написать, значит, на почту или в контакт. В Одноклассники вообще не пишите, потому что там завал полный, мы там не читаем комментарии, потому что их там очень много. И, значит, мы просто присмотримся к вам, ну, как бы познакомимся. Вы-то, возможно, нас знаете, да, смотрите, а мы, возможно, вас и не смотрим. И какое-то время надо все равно, чтобы присмотреться к людям. Там. И там уже видно будет, да? Так что вот такой вот вариант. Это не точно, что мы уже вот взяли и собрались сдавать. Мы просто еще пока думаем. И у нас вот такой есть вариант. У нас отдыхает, а мы будем крутить мясо. Встаем. Про детский сад я тоже там сказал, что надо было немножко как бы пояснить. Конечно, что у людей, которые работают там, потому что многие обиделись и сказали, что типа ты так сказал, как будто бы мы вообще не воспитываем детей, ну что не занимаемся их воспитанием. Понятно, что занимаетесь, просто надо было мне добавить, а я что-то это немножко не договорил,
что, конечно, что если у кого есть возможность, то, вот, по моему мнению, лучше воспитывать, ну, как бы, не отдавать в детский садик. Что-то выключилось. Также были такие комментарии, что, значит, вы же, говорит, старших-то отдавали в детский сад. Да, в детский сад старшие ходили, потому что у нас не было, ну, мы работали в то время. Маша работала в магазине, если кто не знает, еще в той деревне. Я тоже ездил постоянно на работу в Тюмень. И у нас не было такой возможности, чтобы дети были, ну, дома. Вася, которая в Тюмень уезжала, я Ваню со садика себе в магазин забегала. Да, Снова он. весело. Так что, да, тогда не было возможности у нас. И они ходили в детский сад. И мы не хотели никого обидеть, что, ну, как бы, вот этим, что я вот так сказал. Понятно, что если вы работаете, так куда ни денься, да, всегда получится, что это детский сад. Что ты там, мясо закидываешь? Понятно, когда еще работаешь, еще вот они нам, вот смотри-ка, он нам вообще мне мешает. Еще как-то кто-то, может, напишет, что он не развивается. Все, он развивается, все он Мы, да, знает. во-первых, мы постоянно с ним занимаемся, но вот это мы не показываем, потому что и так очень много советчиков вот таких. И начнутся там опять демагогию разводить. Поэтому не показываем. Буквы, цифры он у нас уже знает до 20. Да. Буквы учим с ним, слова учим с ним. Общение у него вот. Хватает у Но него. брат, сестра у него есть, и они нормально общаются. Вот такой вот фаршик у нас с лучком. А, чеснок мы забыли купить. Сейчас уже вот так наделать, а потом же накатать их надо. Ты же хотела как в ТикТоке еще показать. Ну, это потом. Большие даже. Все собрались на лепку пельменей. Еще Ого, только ну, Матвеечку не хватает. Сейчас он ручки помоет и придет. Чу нормальную, чу они огромные. Они свои я помню, у нас кто-то это из родственников, кто-то, я не помню кто, он не любил никогда, он даже не любил вот такие вот этот самый Куда большой, будешь? считай. Он любил, чтобы ему Как вот такие, чебуреки, да? вот такие, чтобы 5 штук стряпай, и он говорит, я наедаюсь. Так это же таких. манты какие-то получаются. А ему такие, как пельмени делали. А вот кто не помнит, то это так. Сколько я делал? Сейчас покажу, как делать. Сейчас накатаю вот немножко. Не знаю. Так. Вот смотрите, как мама делает. И потом Знаю будете тебе, делать без так же. тебя. Знаю. Знаешь, как делать? А, он же лепил пельмени уже. Я тоже любила. А Ваня, говорит, не лепил. Вот, беги. Наташа. Все, берите. Нет, поменьше надо. Все. Еще тогда вареники такие, да, получились. Ну, давайте. Большой сильно. Больше не будем показывать. Чего? Не будем их показывать. Почему? Да ладно. Большие такие. Ну, а что, хорошие пельмешки? Вон какие. Сразу съел пару штук и наелся. Ага. Что-то я перестаралась. Ну, одна партия будет такая. Большая. Сина, Мгм. я не умею кладывать. Пальчиком вот так вот раз, убирай. Я не умею класть. Давай. Мама поможет сейчас тебе. Класть? Сейчас я тебе заделаю немножко, потом ты дальше сам, хорошо? Вот так бери одну. Смотри, берем вот так. Смотри, так хоп. Вот так И оставь. потом вот так заделывай. Все кончики. Вот это бери. Так. Ну, надо вот так, хоп, вот так. И потом вот так все Вот так. делаешь. Ну, похоже мне. Ну, а потом смотри, как надо. Смотри, вот смотри, мы так делаем. Смотри. Так, где же мы кое-что у тебя? Вот,
А потом вот, Как? вот так вот. Сворачивай потом. Он маме покажет. Смотри-ка. Видишь, Потом мы, вот так мы вот так перевожу. залепили, а потом хоп. Во, Вот. Вот, хороший получился. вот этот хороший Мама, получился. метафора. Вот это что-то сильно большой, да? Вот эти уже более-менее нормальные пельмешки. Смотри, Ваня. Домашние, что? Ваня, вот эти кончики. А просто мост давно не стряпая. Ну. Мы же уже на этой... Смотри, дай ему. Это, сейчас, на этой же еще постоянно все раскатай, наклай и все. Ну, как-то раньше, помнишь, мы тоже стряпали. Ну, сядем, тоже все это кушай. Давай. Так, оп. Сейчас я тебе заделаю, и ты потом сам, хорошо? Не надо делать, чисто мне. Вот так. Все мне. Тесто, это, мясо жидкое сильно получилось. Да. Надо с куриным перемешаем. Мы фаршу мало этого. А Даша? Дальше как? Вот и вот так, хоп. А потом вот и вот так, хоп. О, смотри, у Матвеечки какие переменчики. Ага, Маленькие. маленький. Ну вот это большой. Ну ладно. Сейчас мы их на досточку. Это. Так, досточку надо. Выкладем. Меня самое королевское место. Королевское место? Это папа сюда хотел сесть, а ты его занял? Ну ладно, сиди. Ты что, ты не знаешь, как меня ловить? Не знаешь. Сейчас мама попробует новый способ. Нога. А что такое? На край же, мне кажется, класть. Нет. Да. И вот так она вот делала. Ага. Мама только взяла вот здесь. Не похоже мне, не похоже. Что-то. Не похоже мне ничего-то. Не надо ничего пока трогать. Вот так вот. Попробуй. Вот какие получаются. Лепешечка. С мяском внутри. Ага. Мяско, а что, прикольно получилось. Вот они. Сварится и будет красивенько. Когда они будут вариться, не развалятся ли они? Нет. Нет? Вот это. Они, видишь, заделаны Ну же. ничего, и как тебе такой способ? Нормально. Так, дальше будешь делать? Нет. 3 раза. 3 раза хватит, да? Экспериментальные. Сделай Ну а тогда что, так красиво? всем по одному, хоть сделай. Раз, два, три, все по одному сделала. А, вот столько пельмешков налепили вручную. Всяких. Да, Всяких разных, да? на. Как сха. Больше ребятишки и пи. Я катала. Сейчас будем уже формой делать. Эх. Ага. Надо смотреть, вся в муке. Кажется. Ее опять кто-то осыпал мукой. Она любит, наверное, муку. Есть кому. Мясо много положи. В обратную сторону. Еще руками постоянно пей бы. Да. С той стороны надо просто. Я предлагаю, говорю, на холод ее. Еще потом. Она замерзнет, а потом вот так вот выдавится и все. Вот так вот. Раз, раз, раз. Сюда. А сейчас будем сами лепить вручную. Ну ладно. Тащи тогда их на улицу. Потому что что-то
Они вот как-то здесь расширились и не вылазят. А, нет, они потом, если замерзнут, они вообще не вылезут. Да. Что-то пошло немножко у нас не так с этой формой, да? Не пополам. Но. Будем лепить вручную. Матвеечка, давай не это, не шали тут, Men fio. не балуйся. А что-то вот, которые покупали мы пельмени, они Самые дорогие. самые дорогие, но они шли по этой, по акции дешево. Вначале они были вкусные, а вот в последнее время, ну-ка не кричи, Совсем не то. вообще не то стали. Так что испортилось качество. У нас вот хорошая была форма, да? Где? В Краснодаре осталось? В Краснодарском крае? О, у тебя красавцы какие получаются. Молодец. Сейчас тогда мы раскатаем. Форма 80 рублей стоит. Вот это. А мы тут покупаем еще-то рублей 200 на отдавая. Но она говорила, там были железные какие-то, что их разобрали. Мамка все ждет, что-то ей дадут, говорит. Она чувствует же, фаршем пахнет. Ну у нас тоже же пластмассовая была, только покрупнее. Ну, качество точно не было. Ты еще как этот... Мастерица, значит, талант. Ты, наверное, там с бабушкой это постоянно надо стряпаешь. Вот такие у нас варятся пельмешки. Это вот у нас формы вот такие, а вот эти, которые мы сейчас и вот этим пужером вырезали. Вот такое раскатала я, круг. И так хоп, и все. И удобно. Вот у нас тесто вот это вот осталось. Сейчас быстро чем налепим. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Ставим пальчик вверх и подписываемся на наш канал.